я не хочу потом жить одна. Я не хочу. И если они этого не понимают, блин, я не знаю, Бог им судья, им все потом вернется в двойном размере. Бумерангом все вернется. Нам всем казалось, что наши деды умирали за то, чтобы никогда больше. И не было вот этого. А сейчас вот этот вот тезис можем повторить. Правда? Нет. Нет. За нами уже вот еще наблюдают в черненьком, да, по борьбе с экстремизмом. Мы прям самые главные экстремисты. В Москве прошла акция родственников мобилизованных из движения «Путь домой». Женщины и мужчины с белыми платками собрались в Александровском саду у стен Кремля. Участники возложили гвоздики к могиле неизвестного солдата и рассказали, зачем пришли сюда. Наша задача как раз заключается в том, чтобы показать обществу, которое осталось здесь, своими семьями, дома, отмечают праздники, живут своей жизнью, веселятся и так далее, что есть часть людей, которые страдают каждый день, не могут спать, есть и просто не знают, что их ждет завтра без любимого и родного человека. Мы за то, чтобы наших любимых, родных вернули домой. Я сегодня пришел сюда, чтобы поддержать вот это движение родственников жен мобилизованных. По оценкам журналистов, на акцию пришли около 200 человек. Их сопровождали десятки полицейских и сотрудников в гражданском. В том, что у нас сегодня круглая дата, 500 дней мобилизации. То есть наши мужчины уже в зоне конфликта 500 дней, то есть более года. А почему вы пришли выразить солидарность? Потому что война должна закончиться, и люди должны жить мирно. В мире с своими соседями, занимаясь своими делами, мирным трудом. У меня не мобилизовали, но у меня значительная часть семьи там. И я пришел, потому что я хочу, чтобы мы перестали драться, начали разговаривать, и наши мужчины вернулись домой. И это очень больно, когда от тела моей страны отрывают такой огромный кусок. И я с трудом могу себе представить боль женщин, которые живут больше года без любимого человека, без опоры. И я не могу не сказать, что я хочу, чтобы все это закончилось. Ребята пошли по повестке туда, куда их позвали. Прошло 16 месяцев, ребята там находятся, и нет никаких сроков, когда они вернутся. Им тяжело, нам тяжело, у нас дети, мы тоже хотим жить. Хочу, чтобы мобилизация закончилась и возвратились мобилизованные домой. А у вас кого-то из семьи забрали? Нет. Вы пришли просто выразить свою солидарность? Солидарность, да. Нам не нужны никакие парты памяти, нам не нужны никакие доски на школах. Нам нужны наши мужчины. Мы же боремся не только за своих, мы еще боремся вообще в принципе за мобилизованных. И наше требование мы очень ждем, что все-таки жены контрактников и матери, да, которых данное положение тоже не устраивает, и бессрочную службу, они тоже к нам присоединятся, к нашему движению, потому что данный конфликт должен предполагать только контрактную и профессиональную армию. А вообще, по сути, данная ситуация должна уже разрешаться переговорами. Потому что любой конфликт заканчивается рано или поздно переговорами. Так лучше это сделать раньше, чем позже. Хотим живыми мужей вернуть. Нам не нужно, никакие выплаты нам не нужны после этого. Подачки, мы просто подарки, вот, я для себя решила, мне потом что делать? Либо в монастырь уходить, либо за мужем следом уходить. Потому что я не хочу потом жить одна. Я не хочу. И если они этого не понимают,
Блин, я не знаю, бог им судья, им все потом вернется в двойном размере. Бумерангом. Все вернется. Многие рады этому? блогеры тоже за нами наблюдают. За нами уже вот еще наблюдают в черненьком. Да, по борьбе с экстремизмом. Мы прям самые главные экстремисты. Поэтому все за нами наблюдают. В смысле, вы ее телефон снимали? Да? Может, вы снимали мой телефон сейчас? Я могу вам скриншот выслать, хотите? Хотите скриншот? Давай тоже так сделаем. Опаньки. А что без маски сегодня? Я без маски? Да, без маски. Ну, не знаю, ваши обычно в маске. Я пришел поддержать жен мобилизованных, потому что, полезное дело. Меня, к счастью, не коснулось, никого из близких, но я считаю это полезным делом. История показывает, что женский протест, он самый сильный, и я считаю, что мы должны поддерживать женщин, как они поддерживают нас. Я считаю, что нужно надеяться, и тогда больше шансов, что что-то получится. Это коснулось каждого? Да, нас это касается в первую очередь, потому что мы молодые люди призывного возраста. И страх, он присутствует, того, что произойдет вторая волна мобилизации, и нас могут отправить. Сейчас могут исключить из вуза и сразу в армию. Да. Конечно, и это действительно страшно, то, что все, что сейчас происходит. Я пришел поддержать жен мобилизованных и показать, что мы не одни, и если мы будем едины, если мы будем что-то делать, если не будем отмалчиваться и не отсиживаться в бункерах, то мы обязательно победим, и это все закончится. Рано или поздно, обязательно. Мы должны просто хоть что-то делать, совершать какое-то действие в сторону нашей победы, в сторону конца этого кошмара. Я думаю, что это покажет людям, что необходимо как-то уже двигаться в сторону принятия решений о переговорах, чтобы всем было хорошо, потому что никому из нас, всех, кто здесь, я думаю, вряд ли принесло что-то хорошее решение о проведении специальной военной операции. Примерно через час после начала акции полиция задержала около 30 мужчин, в основном журналистов. Их доставили в отдел полиции. Часть из них чуть позже отпустили. Полиция оттеснила жен мобилизованных от Кремля, после чего они отправились в штаб кандидата в президенты Путина, где написали ему обращение с требованием вернуть мужей домой.